Добрый день, друзья! Сегодня я буду делать настольную прививку инжира почкой. Вот я подготовил 2 череночка. Прививать буду на черенок. Потом этот черенок ложить на стратификацию прививку и также сам черенок на укоренение для образования корней. Предварительно я черенок подготовил. Как черенки подготовил? Я обрезал ножом за сутки, обрезал почки на этом черенке. Ну, родные почки. Это будет у меня подвой. Вот. И что еще я хочу сделать? Значит, перед проведением прививки я хочу несколько обеззаразить эти черенки, чтобы убить там различные, значит, патогенные бактерии, грибы и прочее. Для этого я вот налил в емкость литр воды и добавляю сюда 3-4 ложки перекиси водорода. Перекись водорода обычная, из аптеки, 3%. Вот. 3-4 ложки перекиси водорода и укладываю сюда минут на 10, грубо говоря, свои череночки. Вот. Это подвойные черенки. То же самое я делаю и с привойными черенками. Вот они у меня. Черенки привоя. Тоненькие. Смотрите, насколько тоньше, чем подвой. Также их я укладываю для обеззараживания. На одном черенке, вы видите, уже брал я почки, срезал. И обратите внимание, вот пока здесь обеззараживаются черенки, я вот покажу некоторые нюансы. Смотрите, черенок привоя очень тонкий, относительно тонкий, ну как карандаш. Вот. А подвойные черенки толстые. То есть, срезая почку с привоя, подвойные я сказал, да, подвой, более толстые раза, наверное, в 4, в 5. Срезая почку с привоя, это голубь на подоконник сел, застучал. Срезая почку с привоя, я не могу получить ее более там широкой, кстати, срезанную почку. Она вот у меня какой ширины, примерно 5 миллиметров. Вот вы видите, да, будет получаться примерно 5 миллиметров. А срезая щиток срезанный будет примерно 5 мм, а срезая щиток, место для почки на подвое, срезанная часть для щитка будет несколько шире, чем щиток привоя. Да, есть такое правило, если щиток уже, то нужно, чтобы хотя бы с одной стороны камбиальные слои совпадали, а вторая, часть со временем зарастет. Да, она зарастет, но для этого потребуется более длительное время. Поэтому я предлагаю вам другой способ прививки, и сейчас я покажу вам, как я это буду делать, для того, чтобы срезанный щиток на подвое и срезанный щиток на привое, по ширине примерно совпадали. Все, а пока что вымачиваются, обеззараживаются мои черенки. Ну вот, друзья, черенки полежали в перекиси, в растворе перекиси. Я их достал, просушил с поверхности. Вот, и они готовы к прививке. Ну, прежде всего, сейчас. Значит, в первую очередь я отрежу щиток с черенка привоя. Это у меня сорт буржасот грис или буржасот серый. Так, аккуратненько срезаем череночек, щиток, почку, аккуратно, с минимальным количеством древесины. Вот, где-то на 1-1,5 см сверху зарезаюсь и потихонечку
режу аккуратно, обходя почечку. Вот так. И здесь срезаю. Вот такой у меня получился щиток. Видите, какой он тоненький, 5 или 4 миллиметра. Вот. И чтобы он не подсыхал, я его ложу вот сюда, в воду. Вот так. Вот он у меня плавает. Так, теперь я буду срезать черенок, то есть срезать щиток на подвое. Делать можно, прививать не обязательно на место бывшей почки. Можно делать и на междуузле, поэтому я вот здесь вот буду делать междуузле с другой стороны, вот в этом месте. И смотрите, в чем мой заключается способ. Я не режу вот так вот, не срезаю вот так вот щиток, да, язычок, потому что он будет широкий, более широкий, чем щиток привоя. А я кончиком ножа зарезаюсь под кору и срезаю постепенно, медленно. Не прорезая насквозь. Так. Делаю здесь надрез. А затем уже срезаю ширину коры, вот этой вот, которую я надрезал с одной стороны. Такую, как мне надо. По срезанному щитку. Вот, смотрите. Раз. О. И здесь вот кармашек. Все, теперь я вставляю сюда свой щиток. И смотрите, он практически подошел по всей длине. Нет у нас широких, скажем там так, пропусков. Вот он, что-то поближе. Практически нету пропусков, поэтому такой щиток отлично приживется. Подвой и привой срастутся наилучшим образом. Вот он. Так, теперь мы его обматываем прививочной пленкой. Вот у меня есть пленка прививочная, Максифильм называется. Вот, она растягивается в 3-4 раза. И почка прорастает сквозь эту пленку. Но нужно при условии, что почка обвязана одним слоем этой пленки. Сейчас я ее так. А второй вот так. Один слой пленки укрывает мою почечку. Она самоклеющаяся, но вот не всегда она хочет клеиться, поэтому я для закрепления, скажем так, эффекта кончик пленки приматываю изолентой. Вот так. Вот видите, все, первая прививочка у меня готова.
Ну вот, теперь на этом же черенке, но с другой стороны, с противоположной выше, я хочу привить и вторую почку. Буржасот гриз. Вот она. Опять то же самое. Срезаю сначала почку привоя. Аккуратненько. Аккуратненько. Не спеша. С минимумом древесины. Вот так. Вот она почка. И таким же образом ложу ее вот сюда, в емкость с водой, чтобы не подсыхали ее срезанная часть. Все, этот, видите, черенок привоя уже использован. У меня было всего 2 почечки. Все, его убираю. И начинаю резать опять так же само, так же, как и раньше, я начинаю резать. Так вот, с противоположной стороны. Начинаю резать срезать щиток на подвое, не прорезая насквозь. Не всегда это получается. В принципе, если так делать, то можно регулировать даже ширину. Можно регулировать ширину срезанного щитка. Смотрите. Не заглубляя, то есть не обрезая глубину срезанного щитка, это если резать кончиком ножа. Так, вот здесь карманчик и вставляю в карман. Так, так, и здесь вот срезаю лишнее. О, смотрите, практически так же получилось без всяких лишних свободных полей. Все. То же самое делаю. Беру кусочек ленты, отрываю и обматываю свою прививочку, растягивая. Так. Она прекрасно тянется. Так, немножечко подправим. Так, один раз обматываю почку и далее. Все, и теперь закрепляю кусочком изоленты. Почему-то она не хочет самоклеиться, но ничего, это не трудно. Вот так. Вот смотрите, вот и вторая почка привита. Второй щиток. Все, вот этот щиток у меня готов. Готов для стратификации. Я его уложу на стратификацию. Как? Я покажу сейчас вам. Естественно. Откладываем в сторону. Сейчас я привью второй череночек и буду продолжать. Так, привил я, смотрите, привил я и вторую почечку. Вот она. Вот эта прививочка. Подписал Буржасот Гриз 23.01 и 258. Итальянский 258. Одна почка. Все, теперь готовлю эти черенки к укоренению. Для этого в нижней части
наношу борозды. 3-4 штуки. У меня есть шило. И этим шилом бороздую. 3, 4, 5. Один черенок и второй. Наношу борозды. Корни появляются лучше там, где появляется раневая ткань. Где есть раневая ткань. Вот на месте этих борозд появляется раневая ткань или каулус. И здесь же появляются, в первую очередь, появляются и корни. Затем у меня вот есть клоникс гель, и я этим клоникс гелем, кисточкой, наношу его на нижнюю часть сюда вот. Так. Он ускоряет образование корней. Один. Вот так вот. Здесь накапал уже. Ну ладно, ничего страшного. И второй череночек. Кисточкой наношу клоникс гель. Стимулятор корнеобразования. В принципе, можно работать и без него, но можно использовать ризопон, клоникс гель, гидроуксин, корневин. В конечном итоге, если ничего всего этого нету, можно использовать даже такой стимулятор, как эпин. Вот. И положил, пусть 5 минут полежит. Впитается, скажем так, в эти борозды войдет хорошо. Хотя, в принципе, уже можно укладывать куда положено. А куда положено? Укладывать в влагоудерживающий слой. У меня это мох сфагнум. Я его также замочил в воде с добавлением 3-4 ложек перекиси водорода в литре воды, а затем хорошенько отжал, чтобы он был только влажный, а не мокрый. И вот теперь на вот эту вот, скажем так, влажную подушку, вот смотрите, укладываю свои вот эти вот череночки. Один и второй. Да, немножко длинный. 1 минуту я сейчас укорочу его. Оп. У меня немножко сдвинул свой штативчик. Ну вот, чтобы он лучше укладывался, скажем так. Вот, храповый у меня, храповый секатор. Ну вот этот хорошо уже ложится, и этот немножко надо укоротить. Уже суд гриз. Все. Ну вот смотрите, я укладываю череночки. Вот они. И сверху присыпаю влажным мхом. А потом все это накрываю вот так вот еще одной емкостью. И ставлю наверх на шкафы. У меня шкафы на кухне. На шкаф. Раньше у меня там было 23-24 градуса. Смотрю, вот сейчас уже 25. И ставлю, это прекрасная температура для укоренения черенков, а также стратификации прививок. Достаточное тепло, количество тепла, достаточное количество влаги. Ну и периодически, там раз в день, раз в 2 дня, я вспрыскиваю это из пульверизатора, распыляю влагу также водой с перекисью водорода, брызгаю вот на мох сфагнум и в свою емкость. И опять ставлю в тепло. Примерно через 2 недели должны начать появляться корешки, и через месяц уже, то есть когда появятся корешки, я смогу их пересадить, эти прививочки пересадить в емкость с грунтом, создав опять же для прививок
влажную атмосферу. Как это делать, я покажу вам в следующем видео. И примерно через месяц прививки должны прижиться и пойти в рост. Все, друзья, успехов вам, хороших, скажем так, прививок, настольных. Почему настольные? Потому что делаются они зимой, на столе. И не только настольных, и вообще урожаев. И до встречи. Уношу это свою приспособу на шкаф. До встречи.